Друзья, всем привет! У микрофона Александр. Сегодня мы вас познакомим с микшерными пультами Yamaha AG03 и Yamaha AG06. Если коротко, это многофункциональные микшеры с аудиоинтерфейсом, который поддерживает запись до 24 бит 192 кГц. Имеют интуитивно понятную функцию обратной петли Loopback, с помощью которой обеспечивается быстрая и легкая онлайн-трансляция в режиме реального времени. Оснащены микрофонными предусилителями премиум-класса D-Pre от компании Yamaha, которые обеспечивают звук высокого разрешения. Имеют возможность подключения iPad 2 или более поздней версии с использованием комплекта Apple iPad Camera Connection Kit. Сразу о комплектации. USB кабель длиной 1,5 метра, технические спецификации на английском языке, код доступа, необходимый для загрузки программного обеспечения Cubase AI, и руководство пользователя на русском языке. Итак, перед нами две модели AG03 и AG06. Давайте попробуем понять, что у них общего и чем они отличаются. Основной функционал у этих пультов совершенно одинаков. Отличием является, во-первых, количество каналов, во-вторых, отсутствие гейна и обработки на гитарном входе у AG03, третье отличие – разъемы стереовыхода и, наконец, четвертое – фейдеры громкости на первом канале. У 0.6 он поворотный, у 0.3 60-мм ползунок. Для обзора мы оставляем 0.6 и переходим к началу работы. Для ввода-вывода компьютерных сигналов нам с вами может понадобиться драйвер Yamaha Steinberg USB драйвер. Отправляемся на веб-сайт www.yamahaproaudio.com/ag и получаем драйвер и необходимые настройки. Кстати, о них мы обязательно поговорим, но немного позже. Должен сказать, что здесь же вы сможете получить полнейшую информацию обо всех возможностях этих устройств и детальное описание всех функций. А мы продолжаем. Маленький, но полезный аксессуар. Микшеры, кстати, вес которых 800 граммов 0,3 и 1 килограмм 0,6, можно установить на стойку для микрофона при помощи адаптера Yamaha BMS-10A, который, к сожалению, не входит в стандартную комплектацию, но доступен в качестве дополнительного аксессуара. Ну а теперь близко и детально. Моноканалы. Предназначены для подключения микрофона, инструмента или аудиоустройства. Каналы поддерживают разъемы XLR и Jack. Первый канал оснащен фантомным питанием плюс 48 вольт, а это значит, что использование конденсаторных микрофонов возможно. Второй имеет кнопку гитар, переключение входного сопротивления, что позволяет напрямую подключать инструменты с высоким сопротивлением, например, электрогитары или бас-гитары. При этом необходимо использовать исключительно несимметричный кабель, поскольку микшер не будет работать надлежащим образом при использовании симметричного кабеля. Также оба канала имеют переключатели PAD, понижающие сигнал на 26 дБ. Если присутствует искажение или светодиодные индикаторы PIC часто загораются, даже если регуляторы Gain повернуты полностью влево, эту кнопку следует нажать. Регуляторы Gain определяют основную громкость для каждого моноканала. Отрегулировать их нужно так, чтобы индикаторы PIC кратко мигали при пении или игре на самой высокой громкости. Кнопка Comp EQ включает компрессор и эквалайзер. Настройки по умолчанию предусматривают параметры, которые очень хорошо подходят для онлайн-трансляции и обеспечивают уменьшение нежелательного низкочастотного шума и колебаний уровня входного сигнала. Кнопки «Эффект» включают эффект реверберации для добавления естественной объемности звука. Наконец, кнопка Amp Sim включает симулятор усилителя, который воспроизводит звук с помощью фактического усилителя. Таким образом добивается эффект искажения.
Для функций компрессор-эквалайзер, амплифер-симулятор и эффект есть специальное приложение AG DSP Controller для установки детальных настроек. Для этого вновь идем на сайт и благополучно и бесплатно скачиваем его. Кстати, всегда можно выполнить сброс накрученных эффектов до заводских настроек по умолчанию. Делается это так. В выключенном состоянии пульта удерживаем нажатой кнопку Comp EQ и нажимаем кнопку включения пульта. Все, дефолт. Продолжаем. Стереоканалы. Предназначены для подключения устройств линейного уровня, например, электросинтезатора или аудиоустройства. Каналы 3-4 выполнены на джеках, а каналы 5-6 на RCA разъемах. Для инструментов с моновыходом нужно использовать разъем L-Mono. В этом случае звук, подаваемый на разъем L-Mono, выводится одновременно с каналов L и R на микшере. Переключатели Gain определяют основную громкость для каждого канала 3-4 и 5-6. Их следует включать, если присутствует явное искажение звука. Чуть ниже видим блок, в который подключается гарнитура. Стереовход AUX для подключения любого мобильного устройства. Кстати, вот такой проводочек вам никак не помешает. И выбор вариантов передачи звука. Это либо чистые первый и второй канал, либо все поступающие в пульт сигналы, либо та самая обратная петля Loopback для онлайн-трансляции всего того, что может выходить из пульта. Это и пение, и игра на гитаре или клавишах, или фоновая музыка, или все это одновременно. Маленькое замечание. Микрофон гарнитуры управляется ручками и кнопками первого канала, о чем говорит вот эта надпись. А громкость наушников тем же фейдером, что и выход на мониторы и на обычные наушники. Здесь же рядышком находится кнопка Mute первого-второго канала, фейдеры общей громкости, громкости стереоканалов и сигнала с компьютера. Впрочем, запутаться здесь невозможно. Везде и всюду присутствуют картинки, подсказки. Теперь посмотрим на выходы. Это основной стереовыход, выход на мониторы, на наушники и на педаль включения-выключения эффекта. Время посмотреть на заднюю панель. Здесь у нас находится разъем USB 2.0, через который подается питание микшеру, и вместе с этим появляется возможность отправлять аудиоданные с микшера на компьютер и в обратную сторону. Напомню, что все это возможно только при установленном Yamaha Steinberg USB драйвере. Мы об этом говорили в начале. Здесь же расположен разъем 5 вольт постоянного тока, который предназначен для подключения к доступному в продаже USB-адаптеру питания или мобильному USB-аккумулятору. Также этот разъем можно использовать для подключения микшера к планшету или другому устройству, которое не может подавать питание микшеру. Вполне понятно, хоть и печально, что USB-адаптер питания и мобильный USB-аккумулятор к микшеру не прилагаются. Последнее, что нам остается сделать, это испытать наш микшер на предмет двухдорожечной аудиозаписи. В рабочей станции включаем Yamaha Steinberg USB драйвер и в контрольной панели устанавливаем необходимый размер буфера и частоту сэмплирования. Мы подключили сюда все, что было возможно, и теперь попробуем спеть и сыграть.